Бонжур, дорогие друзья! Сегодня с вами мы погрузимся в мир изысканных напитков, познакомимся с одним из самых интересных представителей французских коньяков – Маркиз де ла Фае. Этот коньяк не только обладает уникальным вкусом, но и имеет свою увлекательную историю. Давайте разберемся, что делает его таким особенным. Маркиз де ла Фае – это не просто коньяк, это часть французской культуры и традиций, названный в честь знаменитого маркиза Лафайета, который был известным военным политическим деятелем XVIII века. Этот коньяк олицетворяет дух свободы и элегантности. Производится он в регионе Коньяк, где идеальные климатические условия способствуют выращиванию винограда самого высокого качества. Производство коньяка начинается с отборного винограда сортов Уни-Блан и Фоль-Бланш. После сбора урожая виноград подвергается ферментации и двойной дистилляции в медных аламбиках. Теперь давайте перейдем к самому интересному – дегустации. Я налил себе немного коньяка в бокал. Обратите внимание на его цвет. Он очень имеет красивый янтарный оттенок. Видим ножки бегущие, корона. Нос. Аромат. Аромат просто восхитительный. Здесь можно уловить ноты специй, сладкий миндаль, сухофрукты, лакрица, кедр и коробка из-под сигар. Есть сигарный тон. Пробуем на вкус. Богатый вкус с нотками сухофруктов, орехов и легкая пряность. Мягкий, изысканный, богатый. Послевкусие довольно долгое, бархатистое. Это действительно высококачественный коньяк. Маркиз де ла Фае – это отличный выбор как для ценителей коньяка, так и для тех, кто только начинает знакомиться с этим напитком. Его элегантность и сложность делают его идеальным для особых случаев или просто для того, чтобы насладиться вечером в компании друзей. Здесь можно было бы закончить обзор, если бы я доверился описанию с официального сайта, а также сценарию, который был написан искусственным интеллектом. Таких обзоров 95% на YouTube. Но вы же не за этим сюда пришли. Теперь правда матушка. Имеем 0,2 пузырек. Как говорит непревзойденный наш человек Сергей Симонов, тип плоская мормышка. Именно такой заводчанин покупает после смены и вдувает по дороге с горла домой. Очень хорошо укладывается во внутренний карман верхней одежды. Куплен в Аматисте еще в конце февраля за 46 рублей. ВС-версия стоила 43 рубля. Гулять-то гулять, решил я и взял сот. Это настоящий француз, не подделка. Производится довольно известным коньячным домом Анри Мунье с 2014 года. Кстати, пробовал его довольно давно, ничего особенного. Продавался он в штопоре, насколько помню, может до сих пор продается. По факту Лафайет – это суббренд Мунье, Анри Мунье. Этикетка на английском языке, контр-этикетка на русском языке с указанием импортера. Открытое акционерное общество Брестская областная бакалея. Не знаю, разливают его в Бресте либо во Франции, это загадка, но то, что именно для бакалеи из Бреста, это факт. Плюс бутылочка абсолютно неровная. Вот она не стоит ровно. Дно, если вы видите, плохо вылито стекло. Я не думаю, что это так задумано. Вот она не стоит. Это не стол кривой, это бутылочка не самого лучшего качества.
На их сайте, кстати, совсем недавно была презентация. Представитель дома Людмила Андрусова проводила ее, и даже есть официальный отчет об этой дегустации. Можете посмотреть на официальном сайте Брестской бакалеи. Нальем сейчас и в другой бокал. Пускай подышит, хотя он дышит уже 2 месяца. Пробка, как видим, обычная винтовая. С другой стороны, ничего страшного в этом я не вижу. Итак, всоп. Причем самый дешевый всоп, насколько я понимаю, в Беларуси на сегодняшний день. 40% спирта, 1,5 грамма углеводов. Срок годности не ограничен. Средний возраст спиртов 8 лет. Кстати, на сайте также написано. Разлит 06.06.24. Вот здесь внизу, если вы видите, есть дата розлива. Причем есть ниже дата розлива типовая пометка. Дата кодировка для французов L724234. Такая кодировка даты. То есть, возможно, повторяюсь, эта бутылочка, этот коньяк бутилирован именно во Франции. Реально во Франции. Итак, что могу сказать по первому подходу и по второму? Этот коньяк был очень жестко спиртуозным горлодером. Причем при первом открытии небольшом глотке через 5 минут мне показалось, что выпил какой-то перцовки. Он реально просто драл, выдирал, раздирал горло. Я давно такого жесткого алкоголя не пил, не то что коньяка. По цвету он крашеный, довольно такую светлую сторону. Не сильно коричневый, не сильно темный. Ножки, в принципе, стекают для ВСУПшки нормально, корона имеется. Но вот спустя 2 месяца его наконец-то можно нюхать из дегустационного бокала. Напоминаю, это бокалы у нас Неман, гродненские, классные бокалы. Из этого бокала сейчас понюхаем. Ну, более-менее тоже стало, но все равно спиртуозно. Повторюсь, первый, второй подходы, то есть это первая, вторая неделя, сейчас это уже 2-й месяц открыто, было просто невозможно поднести нос. То есть спиртом разрывало мне нос абсолютно, горло также разрывало. То есть это очень-очень жесткий спиртуозный коньяк, за которым ничего не было слышно. Абсолютно за этим спиртом невозможно было ничего услышать до этого. В принципе, смотрите, ножки окейные. Все довольно красиво. Спирт, уже повторюсь, не сшибает, но он есть в носу. Ванилька, какой-то изюм, я бы сказал, какой-то мокрый изюм, не самый приятный. И где-то очень-очень-очень далеко французский цветочный тон проявляется, но обратно же он начал проявляться только сейчас, спустя 2 месяца. До этого не было никакого цветочного тона. Вот сейчас он появляется где-то вдалеко, если сильно принюхиваться, сладковатый. Но если мы возьмем хороших молдаван, у них он и то более выражен, я бы сказал так. Это уж совсем базовый. Я бы сказал, это один из самых нефранцузских коньяков из настоящих французских, которые мне удавалось попробовать. Это один из самых жестких коньяков, которые я пил. Нет, невозможно. Вот. Нет. Жесткий. Любая спиртуозная виски из большой четверки на голову выше вот этого вот снадобья, это точно. Вообще не понимаю, кому можно его рекомендовать. Возможно, в больших бутылках другой продукт налит, но мне кажется, что нет. Кстати, к Брестской бакалее вот у меня нет вообще никаких претензий. Молодцы, пытаются что-то завозить в Беларусь, настоящие французские какие-то напитки. Даже презентацию делали. Мне не понравилось, возможно, кому-то понравится, но за счет того, что уже регионы пытаются возить продукты с мировым именем, вот Брестская бакалея за это лайк. За бутылочку, наверное, не лайк,
За этикеточку тоже не лайк, заднюю, да. Но вообще в целом за старание лайк точно. Единственная польза и плюс этого коньяка для меня это то, что я для себя открыл такого персонажа, как маркиз Жильбер де Лафайет. У человека уникальная, невероятная история, участник 3 революций, в том числе за независимость США. Настоятельно рекомендую ознакомиться с биографией этого маркиза. В целом коньяк не рекомендую. Всем пока. Комментируйте, не подписывайтесь на канал. Серьезно, не подписывайтесь. На канале 1400 подписчиков мертвого Руза. А видео смотрит только по 200 человек. Поэтому не подписывайтесь, но комментируйте и лайкайте. До скорых встреч. С вами был Ян Каалка. ББ.